Приветствую вас на YouTube-канале Дневник специалиста. Меня зовут Икрам, и сегодня мы обсудим интересующий всех вопрос, что такое качество при ремонте отделки жилья, каковы его критерии и как его контролировать, чтобы получить желаемый результат. Об этом и о многом другом вы узнаете в этом видео. Поэтому досмотрите видео до конца, подписывайтесь на канал, жмите лайк. Итак, начнем. При ремонте жилья важнейшим параметром выступает качество, под которым понимается совокупность требований, обуславливающих пригодность результатов ремонтных работ удовлетворять запросы заказчика. И сама категория качества в рассматриваемой сфере является многоаспектной, поскольку она напрямую связана как с выполняемыми работами, так и с используемыми материалами. То есть речь идет о качестве ремонтных работ и отделки, а также о качестве применяемых материалов. Обращаясь к вопросам качества ремонта жилья, необходимо принимать во внимание совокупность критериев, в соответствии с которыми проводится соответствующая оценка. В данной связи следует выделить два ключевых аспекта, в рамках которых возможно выделение критериев. Это планово-документационный и объектный. Так, важным критерием оценки качества ремонтной работы в отношении жилья является планово-документационный. При этом подлежат анализу корректность составления проектно-сметных материалов, правильность оформления соглашения и корректность составления дизайнерской документации. Что касается планов, то с помощью них фиксируются контрольные точки. После реализации конкретных ремонтных работ они подлежат одобрению либо коррекции, и только после этого подрядчик приступает к последующим этапам. Ключевым обеспечительным параметром качества в рамках планово-документационного критерия выступает правильность оформления договора, а также детализация дизайн-проекта. Это напрямую связано, например, с требованиями к ровности полов и стен, связано с материалами, которые используются при осуществлении ремонтных работ. Это информационные данные о производителе, марке и характеристиках. Также связано со сроками проведения работ и с гарантиями. Дизайн-проект связан с качеством ремонта жилья в перспективном контексте, то есть он представляет собой схематичную демонстрацию плана предстоящего ремонта, в котором фиксируются, например, применяемые материалы с соответствующими обозначениями на схемах, схемы прокладки линий коммуникации, локализация электропроводки и так далее. В результате учет планов документационного критерия является первоочередным. Затем требуется приступить к оценке качества применительно к самому объекту. То есть подразумевается учет объектного критерия. Наиболее детализированным в ходе использования объектного критерия является содержание экспертизы. К примеру, эксперты, оценивая параметры качества, знакомятся со всеми спецификациями объекта экспертизы, осуществляют осмотр, замеры и фиксацию на фото, видео всех отклонений от нормы, фиксируют недостатки, выявляют, достаточно ли ровные после ремонтной работы остались стены, потолки, полы, устанавливает, подведено ли электричество ко всем розеткам, а также пунктам подключения и проверяет надежность его подачи. В ряде случаев осуществляет физико-химическое исследование в лабораторных условиях. Использованных материалов при этом определяют такие характеристики, как прочность, содержание примесей. Тут оценивают параметры безопасности, включая разные ее аспекты, в том числе санитарную, экологическую и пожарную. Более того, также существуют подходы, в соответствии с которыми выделяются критерии по объективному и субъективному признакам. Главным образом при характеристике данных критериев прибегают к таким показателям, как долговечность, надежность, безопасность, эстетические параметры. Озвученные показатели принимаются во внимание не только для оценки качества уже выполненных ремонтных работ, но и для его обеспечения применительно к планируемому ремонту. То есть речь идет о разработке проекта ремонта жилья, соблюдении этапности ремонтных работ, соблюдении технологий, отборе квалифицированных специалистов и использовании экологически безопасных материалов. Таким образом, в широком контексте факторы, влияющие на качество ремонта жилья, можно дифференцировать на следующие группы. Это организационные, также ресурсные, подразумеваются используемые материалы, а также лица, выполняющие ремонтные работы. Тут человеческие ресурсы, ну и технологические. Отдельное внимание следует обратить на контроль за качеством используемых в рамках ремонтных работ материалов. Они должны соответствовать установленным характеристикам. Довольно частыми являются ситуации, при которых недобросовестными исполнителями приобретаются весьма дешевые материалы, характеризующиеся низким качеством, а для отчета перед заказчиком предоставляют ложные чеки.
некому даже оценить мой титанический труд. Безусловно, нельзя игнорировать критерии качества ремонта жилья с маркетинговых позиций. То есть зачастую предоставление соответствующих услуг и осуществление работ сопровождается акцентированием на индивидуальном подходе. Как следствие, некоторые отмечают важнейшим условием достижения высокого качества, что в действительности является достаточно спорным. Как правило, при использовании заявленного индивидуального подхода подразумевается отход от типовых проектов, и исполнители всецело ориентируются на пожелания и финансовые возможности заказчиков. Данный подход лишь косвенным образом связан с качественными характеристиками ремонта жилья. Отдельную группу составляют параметры качества, касающиеся непосредственно ремонтно-отделочных работ. При этом контроль качества имеет свои особенности на всех этапах подряда. Так, применительно к работам на начальном этапе характеристиками качества являются, например, корректность разметки мест расположения розеток и выключателей, наличие вентилей, которые предоставляют возможность перекрыть подачу воды при возникновении каких-либо проблем с сантехникой, соответствие мест расположения выводов канализации местам установки мойки, раковин, ванной и так далее. Вместе с тем, для того, чтобы оценить качество очередного этапа подрядных работ, требуется, например, осмотр помещения. Важно зафиксировать корректность выполнения и монтажа, в том числе покраски и укладки. И тут необходимо отметить, что первостепенное значение имеют требования, предъявляемые к соответствующему разделу. Кроме того, с позиции обеспечения и оценки качества важно принимать в учет, что соответствующее выравнивание пола, стен и потолков является базой для чистовых материалов, к которым относятся, например, краски, обои, напольные покрытия. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что поэтапный контроль качества ремонта жилья способствует снижению риска получения нежелательных результатов. И если проблемы, связанные с качеством, выявлены своевременно, разрешить их будет проще. При этом доскональная приемка подрядных работ предоставляет возможность предупредить возникновение серьезных недостатков, ошибок и избежать проблемы в перспективе. К примеру, растрескивание плитки, расслоение обоев и так далее. Но решение об организации контроля принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. На сегодня это все. Все остальное вы можете прочитать в описании и комментариях к данному видеоролику. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи. До новых встреч!